Приветствую вас, друзья! Решил записать небольшое видео для вас. Просто мне много мужчин уже пишут, что во время полового акта в презервативе эрекция бывает слабая. Поэтому я хочу вам рассказать, почему так бывает. Конечно, многие знают. Все знают, что чувствительность не та. Да, действительно, тактильная чувствительность уже совсем не та бывает при использовании презерватива, потому что совсем уже по-другому ощущаются соприкосновение полового члена и влагалища. Но это не основная причина, есть еще и другая причина, из-за чего в презервативе бывает слабая эрекция. Это все происходит из-за того, что нарушается кровообращение, потому что презерватив неправильно подобран по размеру. Не все, наверное, знают, что презервативы имеют разные размеры, хотя, конечно, знают, что есть XXL и простые презервативы, но есть и другая градация, там уже все зависит от окружности, длины окружности полового члена в состоянии эрекции. И я вам сейчас расскажу, как определить ваш размер, если вы этого не знаете. Давайте предположим, что вот я возьму вот эту окружность, вот давайте вот так вот, да, вот это половой член в возбужденном состоянии, да, то есть вот его окружность, сейчас мы померяем, длина окружности. Длина окружности, вот берем рулеточку. И у меня получается, вот давайте вот так вот, да, все вот тут вот зафиксировали, палец поставили. Вот, получается 13 сантиметров у меня, 13 сантиметров. У вас, наверное, будет сейчас все отображаться зеркально, 13 сантиметров. А на пачках презервативов пишут размер несколько не длину окружности, а половину длины окружности. То есть 13 сантиметров нужно разделить напополам, это получается 65 миллиметров. 6,5 сантиметров или 65 миллиметров. Этот как раз размер и пишут на пачках с презервативами. Как правило, в стандартных презервативах бывает где-то 55 пишут, то есть это для полового члена, который в окружности имеет 11 сантиметров. А здесь, ну, например, вот мы брали, да, упаковку, то есть вот этот, если вот здесь окружность, то когда ее сплюснуть пополам, ровно половина получается. Вот сейчас мы померяем, здесь если бы у нас, мы померили 11, здесь, ну, там даже, наверное, не 11, 12 было, вот 6 сантиметров, да, вот здесь вот получается 6 сантиметров, как раз половина, вот это ее приспустнуть, половина получается окружности. Вот, и, значит, это 60 миллиметров. Вот, к примеру, есть пачки, вот тут сразу есть, пишут уже на пачках, вот размеры какие, да, все вот эти есть презервативы. На некоторых даже пачках и сбоку есть линейка, которой измеряют. Можно измерить длину окружности и высчитать, какой презерватив вам необходим подобрать. Поэтому вам необходимо именно определить в состоянии эрекции длину окружности, измерить линейкой, рулеткой, там, метром, который портные используют. Если у вас просто даже нет под руками, возьмите лист бумаги тетрадный, вырежите полоску, и каждая, вы, наверное, знаете, что 2 клеточки это сантиметр. 2 клеточки это сантиметр. То есть, и вот измерьте окружность в состоянии возбуждения, разделите пополам, и вот вы как раз узнаете ваш размер. То есть, получается, если вы будете использовать даже тетрадный лист, клеточку, то, значит, сколько клеточек будет? Вы считаете, 2 клеточки 1 сантиметр, 1 клеточка 5 миллиметров. То есть, вам пополам все разделите, посчитаете, сколько клеточек, и узнаете ваш размер презерватива. И поэтому сразу потом, когда будете выбирать в аптеке или еще где-то, определяйтесь по своему размеру. Правда, в аптеках не везде продаются, но на площадках таких как Wildberries или там Озон, они там всегда есть нужные размеры, можно подобрать. И поэтому, когда вы используете презерватив уже вашего размера, кровообращение хорошее, не нарушается, и эрекция тоже не нарушается. Но еще, чтобы лучше сохранять эрекцию, кроме презерватива, как я вам говорил, что в презервативе не те ощущения, это еще даже из-за того, что бывает не совсем слабая эрекция у мужчины из-за того, что состояние организма такое. И чтобы состояние организма вывести в нормальный режим, тонус создать хороший, и чтобы была хорошая эрекция, можете перейти по ссылкам под этим видео будут. Там у меня будут ссылки на
мои платные и бесплатные курсы, это книги, где я рассказываю и там методы у меня по увеличению длительности половых актов, по восстановлению и укреплению эрекции. Все это будет по ссылкам под этим видео. А на этом всего хорошего. Я думаю, что вы запомнили. Давайте еще раз подрезюмируем. Измеряете длину окружности, состояние возбуждения полового члена и делите ее пополам. Переводите это все в миллиметры. И вот сколько миллиметров у вас получится, это и есть ваш размер презерватива. Ну, плюс-минус можно 2-3 отклонения, если будет 2-3 миллиметра, в плюс или в минус, ничего страшного не будет. Но если у вас там, к примеру, получается размер 65-66, там ваш размер, а вы используете презерватив, который 55, соответственно, у вас, во-первых, вы, когда его надеваете, это уже неудобно, вы начинаете нервничать, дергаться, это все приводит к спаду эрекции. Плюс он еще у вас пережимает половой член, способствует к плохому кровообращению, и это тоже все приводит, соответственно, к слабой эрекции в конечном итоге. Поэтому подбирайте правильный презерватив, и все у вас будет хорошо. Также переходите по ссылкам под этим видео, чтобы укрепить эрекцию и увеличить длительность ваших половых актов. А на этом все. До свидания. Да пребудет с вами мужская сила. До свидания.